Мы используем метод Вайков. Метод Вайков это про большие деньги на рынке. Они есть. Это профессионалы, которые своим капиталом двигают цены. Просто потому, что рынок не настолько объемен, что может поглотить все их деньги и при этом цена не подвинется. Вот этот метод мы используем для того, чтобы понять, а что же умные, большие, крупные деньги видят в своей перспективе. То есть, где они покупают, где они продают, и мы движемся вместе с ними. Этот метод называется метод Вайкофа. Также этот метод, хотя этому методу уже более 100 лет, я хочу сделать на этом акцент, то есть 100 лет. Те курсы, которые я видел в интернете сейчас, в основном это так или иначе разная подача данного метода, кто подает его с объемами, кто без, так называемая концепция Smart Money сейчас у всех на слуху, она очень популярна. И вот эта концепция, она очень сильно похожа с тем, что вы фактически найдете и в старых книгах. Только, как я уже сказал, новая интерпретация. Это все к чему? Что как бы не было много методов, те, которые реально работают, это в принципе все об одном и том же. Это чтобы вы не подумали случайно, что каждый трейдер торгует по-своему. Нет, каждый практикующий трейдер в основном использует то же, что и другие. Даже если это он называет по-другому, все равно это одно и то же. В основе метода, который связан с умными деньгами, всегда лежит это объем и изменение цен. Почему? Потому что биржа нам дает два этих основных параметра для анализа. Цена показывает изменение рыночной цены за определенный период времени, направление движения и так далее. А объем показывает меру активности. Вот если посмотрим сейчас на рынок биткоин, мы можем видеть, что вот выступил Трамп уже после закрытия и биткоин рухнул. Новостное движение. Трамп своими заявлениями о пошлинах с Китаем, что он ведет 100%, в общем, опять эти угрозы новостные, как всегда, привели вот к таким последствиям. Огромнейшая активность, огромнейшие продажи на рынке. И те, кто держал свои здесь лонговые позиции, были ликвидированы с убытком. И, конечно же, потеряли деньги, получили огромнейший негатив. В общем, все то, что ждет большинство начинающих участников рынка, которые торгуют несистемно. Так вот, в чем смысл любого метода по трейдингу? Как правило, трейдер внутри дня, который торгует, а если трейдинг это в основном работа внутри дня, крайне редко это работа внутри недели, должен уметь анализировать смены тренда. Вот эти вот волны, которые вы видите на графике, которые я сейчас рисую, это так называемые волны тренда. Либо еще фазы рынка в объемном анализе, так называемые. Эти фазы возникают не просто так, они о чем-то нам говорят. И задача трейдера научиться их анализировать и научиться их, конечно же, прогнозировать. Тогда вы можете, продав здесь, зафиксировать прибыль на этом снижении. Вместо того, чтобы терять деньги, наоборот, вы их будете зарабатывать. А значит, этот метод вам должен показать, почему вообще мы могли ожидать это снижение. Именно на этот вопрос и отвечает объемный анализ рынка, метод Вайкофа. И также на этот вопрос отвечает огромное количество систем, которые построены на этом методе. Поэтому в нашем курсе, который мы будем с вами изучать, мы обязательно должны прийти к этому методу анализа. Основные критерии ценообразования, как оно происходит на рынке, проговорим про ликвидность на уровнях и какие проблемы бывают у крупных игроков с этой ликвидностью. Для начала начнем с того, что цена на любом рынке, как правило, выражена двумя показателями. Это ценой покупателей bid и ценой продавцов ask, либо еще offer. По цене бит у нас есть всегда некое значение ликвидности, то есть сколько покупатели готовы купить по этой цене и сколько продавцы могут продать по этой цене монет, чтобы не влиять на цену. И также на стороне продавцов у нас есть определенное количество монет, мы сейчас рассматриваем эфириум, которое покупатель может купить по заявленной цене, не влияя на цену, то есть ее не меняя. Как правило, чем выше цена, тем больше на рынке ликвидности. И также самое верно для покупателей. Чем ниже цена, тем больше покупатели готовы покупать. Разница между покупателями и продавцами, определяемая как спред, обычно является критерием ликвидности. Чем шире спред,
тем труднее реализовать сделки на рынке, и чем уже, тем проще и покупателю, и продавцу найти своего контрагента. Так вот, если мы понимаем, что спред на рынке это является некое отражение ликвидности, и мы его условно растянем гораздо-гораздо шире, чем я это делал в самом начале, и построим его по экстремумам рынка, то в каком-то смысле мы получаем ситуацию, при которой у нас есть цена, где продавцы готовы продавать очень активно, и есть цена, где покупатели готовы покупать очень активно. А между ними у нас будет спред. То есть, как я уже говорил, проблемы крупных игроков и ликвидность. По определенным ценам, где они считают актив очень дешевый, они готовы покупать, и это видно в объемах, и ликвидность для них рано или поздно закончится, что будет вынуждать их покупать по рынку. А на другой стороне рынка, то есть стоимость, где актив дорогой, они бы пытались бы продавать как можно больше, но просто не могут, потому что некому продавать. И, как правило, цена также идет потом вниз. Вывод. Цена от уровня к уровню ходит от дешево к дорого и наоборот. Какие бывают часто манипуляции на рынке? Как раз таки все, которые связаны с поиском ликвидности. Крупный капитал, который накупил монет по условно дешево, нуждается в тех, кому бы продать эти монеты. У него эти монеты на руках, и он хотел бы реализовать свою прибыль. Но, как мы можем видеть, объемы, которые были здесь накоплены, в данный момент времени просто невозможно реализовать, потому что на стороне дорого ликвидности нет. Потому что если крупный игрок покупает по 1000, а цену в 2000, он выглядит как очень выгодный, и сам, конечно же, здесь не покупает, то нужно же кому-то это продать. Соответственно, манипуляции и выглядят резкие выносы цены за макушки, либо минимумы рынка. Маркетмейкер — это самая страшная сказка всех трейдеров. Ей, как правило, пугают всех трейдеров, потому что это участник, можно сказать, самый таинственный на рынке. И из-за того, что многие не понимают, что он делает, все склонны винить его в том, что он виноват во всех проблемах трейдера. Ну, мы в этом видео попытаемся разобраться немножко про то, кто же виноват в проблемах трейдера, ну и как эти проблемы решать. Для начала я хочу сказать, что маркетмейкер — это в первую очередь лимитный участник рынка. Он сам по себе, конечно же, является профессиональным участником рынка, хотя бы просто потому, что на его стороне это алгоритмы, технологии, это деньги. И, конечно, для ритейл-трейдера он ни в какой конкуренции не стоит. То есть это осведомленный профессиональный участник рынка. Это первое. Второе, он по договору с биржей поддерживает двойную котировку, то есть дает некую ликвидность в стакане, чтобы цена вот таким вот образом себя не вела. Ну, на новостях, конечно, это может быть, но в целом его задача стабилизировать рынок, если вот так вот очень просто. Теперь, если мы объединим вообще всех участников рынка, то мы можем их свести к двум типам. Есть участники, которые двигают цену по рынку, то есть рыночными ордерами, а есть, которые в основном стоят на лимитах. То есть лимитный ордер — это ордер, который стоит по цене и вообще на цену не влияет. Он ждет своего контрагента в виде рыночного ордера. Так вот, можно сказать, что лимитные ордера — это ордера профессиональных участников рынка. Хотя бы просто потому, что они всегда стоят на ключевых уровнях, они не склонны влиять на цену, да им и не нужно, они просто хотят открыть свою позицию по той стоимости, которую считают для себя обоснованной. И в этом плане лимитный участник рынка выглядит намного более профессиональным, чем любой ритейл-трейдер, который двигает рыночным ордером цену. Ну, либо
Это, в общем, ритейл-трейдеры, которые двигают рыночными ордерами цену. Давайте вот посмотрим, например, с евро. У нас есть уровень лимитный, от которого цена рухнула вниз, и у нас есть также уровень лимитный, от которого мы можем ожидать рост цены. В стакане мы не увидим. Я уже записывал видео про алгоритмические ордера, что умные деньги, крупные деньги, они скрывают свою конечную заявку, и мы не можем в моменте формирования этих сделок их увидеть, так как айсберги, например, скрывают их. Но биржа нам показывает за период времени, сколько происходило сделок, поэтому мы в итоге можем сделать вывод, что здесь, например, по верхам стоял лимитный продавец. Как и здесь мы делаем вывод на основании этих объемов, что здесь стоит лимитный покупатель. И в принципе для трейдера вообще не должно стоять задачей, маркетмейкер это или нет. Потому что в принципе какая разница, кто там на лимитах стоит. Сам факт в том, что это рациональный участник рынка. Проблема же трейдеров не в том, что их там злобный маркетмейкер вводит за нос, а в том, что они сами по себе делают нерациональные действия. То есть кто заставляет покупать в уровень здесь и кто заставляет продавать в уровень здесь. Это же сами посудите, это какой-то абсурд. То есть мы продаем в уровень и потом удивляемся, почему цена растет. Мы покупаем в уровень и потом удивляемся, почему цена падает. То есть здесь в каком-то смысле я хотел бы оправдать немножко маркетмейкера в том, что он не виноват, в том, что трейдеры делают глупости. Трейдеры делают глупости именно потому, что они склонны поддаваться эмоциональному влиянию рынка. То есть трейдеры ведутся просто на картинке. Цена падает кирпичом, и хочется почему-то поучаствовать в движении. Хотя абсолютно нет представления, почему она падает, куда она будет падать, а что буду я делать, если она развернется, и так далее. В одном из своих видео по механике рынка я рассказывал о том, какие бывают типы и виды ордеров и как они влияют на цену. Сегодня мы немножко углубим эту тему для того, чтобы узнать преимущества крупных участников рынка перед обычным ритейл-трейдером и сделать полезные выводы для нас, исходя из этой информации. Итак, я хочу сначала сказать, что я попросил нейросеть вытащить нам виды и типы алгоритмических ордеров на бирже CME. Биржа CME это прозрачная биржа, то есть регулируемая, подчиняется законодательству. Соответственно, вся эта информация, она честная, проверенная, и ей можно доверять. Я сейчас только хочу сказать, что рыночные ордера, вот эти market orders, это в 95% случаев исполняются мелкими участниками рынка, которые только-только пришли на биржу. Они не знают ни о рынке ничего, ни про анализ рынка, ни как торговать. И для них есть только две кнопки у брокера, либо у биржи. Это buy и sell. По принципу немедленно исполняются по лучшей доступной цене на рынке. Все. Больше мелкий ритейл-трейдер, как правило, ничего на рынке не использует. Но мы можем видеть, как много здесь есть видов, типов ордеров, особенно алгоритмических, которые за свою цель ставят скрыть конечную заявку. Почему мы смотрим так на объем жадно и смотрим и делаем выводы про ликвидность? Потому что объем показывает конкретное количество исполненных ордеров на рынке. То, что в стакане, это как намерения. Они могут быть выполнены, могут быть не выполнены. Более того, стаканом крупный участник может играться. И та информация, которая там есть, ей доверять крайне сложно. Разве что только тем опытным скальперам, которые уже привыкли там видеть какие-то свои паттерны и закономерности в этих ордерах, чтобы принимать решения. Но в целом стаканом играют для того, чтобы, как вы видите, скрыть размер заявки до ее исполнения. Сегодня мы поговорим про имбаланс на рынке. Очень распространенная тема, очень много роликов по ней записано и показывают точки разворота тренда. То есть это тема про глобальный разворот тренда, как он происходит, и само по себе название говорит про отсутствие баланса. То есть был баланс, баланс перестал быть. И вот это место на графике нужно учиться видеть, если вы хотите ловить разворот тенденции. Для начала на графике нужно найти вообще баланс, то есть чтобы мы увидели, как
рынок из баланса переходит в дисбаланс, то есть в имбаланс, ну, не суть важно. В общем, как из обычного своего состояния спокойствия он начинает развиваться в тренд, нам нужно увидеть что-то похожее на flat. То есть flat – это просто скопление ордеров, скопление объема в диапазоне. И самое важное, в этом диапазоне должен закончиться один из участников. То есть в основе любого бычьего тренда, например, всегда находится дефицит предложения. Понятно, что умные участники покупают на падении, так как они осознают стоимость, но именно причина, по которой им придется повышать цену на рынке, это причина сводится к тому, что рано или поздно в их диапазоне, в этом диапазоне, где они рады были бы покупать ведрами сколько угодно, закончится предложение. То есть много объема, много продавцов, мало объема, мало продавцов. Выхода нет, приходится повышать цену и покупать по более высоким ценам. Вот это можно назвать логикой имбаланса. Ордер блок – это часть методологии price action, в которой задача ставится определить ордер, ну, само по себе название говорит за себя, то есть блок ордеров, что-то очень крупное, что может повлиять на цену. И в этом, и в этом уроке мы сейчас поговорим именно про то, как он выглядит, как его можно использовать для своей выгоды. Во-первых, у меня на графике есть индикатор объемов, чтобы было проще его увидеть и обсудить, как он формируется. Потому что просто по цене очень сложно понять, что же это такое. Итак, если мы говорим, что объем – это реакция на цену, а в своих роликах я всегда говорю, что объем – это реакция на цену, то очевидно, что по какой-то цене будет крупная заявка, которая будет ожидать исполнения. И вот в чем нюанс. Всем очевидно, что крупный участник хотел бы продавать так, чтобы не влиять на цену. Ну, естественное желание. То есть, например, продать, в данном случае мы смотрим на золото, и мы видим, как здесь ордер-блок исполнялся, то есть давил цену вниз. Крупный участник хотел бы продавать без этого смещения цены, но ордер-блок формируется там, где нет просто такого спроса. И, соответственно, эти крупные заявки вынуждены исполняться по рынку, то есть давить по стакану, э, понижая постоянно цену все ниже, ниже и ниже, так как просто нет вариантов, нет выбора. Хотя, конечно же, никто бы этого и не хотел. Концепцию Smart Money самая интересная и живая тема в техническом анализе. Более логично построенной системы по работе с уровнями, на мой взгляд, просто не существует. Вся идея Smart Money крутится вокруг того, что на каких-то ключевых уровнях умные деньги должны продать инструмент, либо его купить. И они продают его, когда ожидают снижения вниз, и покупают, когда ожидают его движения наверх. Соответственно, оперируют крупными объемами, и наша задача, смотря на уровни, на объемы, определить, где же умные деньги формируют свои позиции, чтобы присоединяться к ним, ну, как минимум, не спорить с их мнением о рынке. Итак, давайте начинать. Основной посыл концепции сводится к тому, что на рынке есть уровни стоимости, есть, условно говоря, дорого, есть какое-то дешево. И вот цена имеет тенденцию в данный момент времени ходить между этими уровнями. Соответственно, большинство участников хотят на уровне импульсном вниз, то есть на уровне дорого продать, на уровне дешево купить. И когда все так смотрят на рынок, создается большая проблема для крупного капитала зайти либо выйти из рынка. Потому что для того, чтобы продать большой объем, нужны покупатели. Для того, чтобы купить большой объем, нужны продавцы. А когда на рынок все смотрят, например, по медвежье, то значит, что стакан пустой, на бедах практически никого нет, и любые достаточно большие продажи будут вызывать сильный
сильный поход цены вниз, то есть цену будет просто мазать, вот как на примере здесь, то есть идет объем и цену мажет вниз, то есть нет никакой поддержки, не могут продавцы выйти из рынка таким образом, чтобы цена не падала. Поэтому до того момента, как получится, что стакан пустой, умные деньги пытаются проманипулировать рынком, создать некий ажиотаж и эйфорию, чтобы втянуть как можно больше желающих на неверную сторону рынка. То есть они, как правило, накалывают какой-то локальный уровень. За всеми уровнями, как правило, у нас стоят стоп-лоссы, либо отложенные ордера в покупку, что приводит ну, соответственно, когда цена их цепляет, они все вылетают в рынок, это все приказы купить, появляется объем, об который умные деньги могут фиксировать то, что они купили где-то внизу. То есть задача их на уровне дешево была купить, и мы их определяем всегда по ультравысокому объему, который виден невооруженным взглядом, и задача их где-то продать. То есть, грубо говоря, вот здесь зафиксировать свою прибыль, ну и, соответственно, подготовиться уже к снижению рынка. Правила, которые улучшат ваш трейдинг. В основах трейдинга в своих предыдущих видео я много говорил про то, что нельзя делать. Я записывал отдельно по этому даже ролик. И сейчас я быстренько проговорю эти моменты, так как, возможно, тот, кто видит это видео первый раз, еще не все знает. Итак, 3 правила, которые вам нельзя ни в коем случае нарушать. Это торговля против тренда, это завышение рисков в отдельно взятой сделке и торговля без стоп-лоссов, то есть без контроля рисков. Нарушая одно из этих правил, вы обязательно стремитесь к тому, что ваш депозит просто исчезнет со временем, то есть рынок вас скушает. И это верный путь к тому, чтобы остаться без денег на бирже. Так, в общем, эти правила, я думаю, понятны. Если кто хочет более подробно о них, смотрите мои предыдущие ролики. Сейчас поговорим о хороших правилах. Эти хорошие правила исходят из той мысли, что нам нужно знать, что нам дает преимущество на рынке. То есть вообще вся работа трейдера – это взять все факторы, которые дают нам преимущество перед рынком, и максимально использовать их в отдельно взятой сделке. Тогда мат ожидания у нас становится положительным, а не отрицательным, как по умолчанию, и мы стабильно на дистанции зарабатываем деньги. И первое такое правило я бы вам посоветовал не зацикливаться на отдельно взятом инструменте. То есть, как часто бывает, что трейдеры застряют в одном инструменте, зависят от этого инструмента, еще и попадают в просадки, то есть торгуя без стопов, они фактически целиком и полностью зависят от поведения такого инструмента. Это очень плохая ситуация, и чтобы такого не допускать, рекомендуется иметь некий чек-лист, портфолио, где вы выбираете 5-6 ключевых инструментов, например, долларовых, и торгуете их по мере нахождения на них хороших точек входа, но при этом вы не зацикливаетесь на отдельно взятом. То есть, размывая свое внимание, не концентрируясь на одном рынке, вы получаете более хорошие точки входа, потому что вы как минимум можете подождать их. А если вы торгуете один и тот же инструмент, то рынок может быть как трендовый, как флетовый, и у вас будут просто, ну, могут быть возникнуть проблемы. Потому что есть как бы необходимость торговать, а вы торгуете там, где просто плохие сделки. Сами по себе, потому что рынок такой. Это не ваша вина, это просто рынок. Поэтому от этого нужно удаляться и вести некий портфолио-лист. Второе правило, которое бы я хотел сегодня обсудить очень подробно, это про smart money, про крупный капитал. Вот мы говорим, нельзя торговать против тренда. А вот что такое тренд? Это вообще очень важный вопрос у многих, кто, например, приходит ко мне на обучение, либо просто смотрят мои ролики, они спрашивают, а что такое вообще тренд? Как понять, где он начинается, где он заканчивается? И я вам хочу сказать, что в объемном анализе, к счастью, в объемном анализе у нас есть более точное представление о тенденции, чем просто в техническом. Так как сам по себе тренд – это направление движения цены в конкретную сторону, часто бывает так, что если мы не смотрим на объемы, то непонятно, откуда он начинается и где он заканчивается. А если вы этого не понимаете, то вы, получается, всегда будете пытаться его либо догнать, либо уже будете покупать там, где он разворачивается, либо наоборот. То есть так получается, что тренд в техническом анализе не определен.
А вот в объемном анализе тренд определить можно. Например, это скопление ликвидности. То есть вот эта Smart Money концепция, по которой есть плейлисты у меня на канале и о которой мы очень много говорим, она говорит о том, что крупному капиталу, чтобы зайти на рынок и, соответственно, подвинуть цену, а он хочет, не хочет, но ее двигает, потому что ликвидности в его диапазоне всегда будет не хватать. То есть если ликвидность в его диапазоне падает, то это приводит к имбалансу так называемому и приходится толкать цену по рынку. Конечно, это никому особо не нравится, но так получается. Ликвидность на рынке ограничена. Если мы возьмем за константу ликвидность, тогда у нас появятся очень хорошие намеки на то, что же такое тренд и когда он начинается. То есть, во-первых, тренд начинается из логики ликвидности тогда, когда она перестает быть на рынке. То есть, например, у нас был медвежий тренд, вы видите сумасшедшие объемы на продажу, кто-то очень хорошо продает, кто-то покупает, кто умный, кто глупый, пока непонятно, но сам факт, есть на рынке предложения, глупо думать о том, что рынок будет расти. Но вот проходит время, и мы можем видеть, что в диапазоне резко падает объем. А последний раз, когда цена сюда возвращается, мы получаем резкий выход, то есть весь объем идет уже по верхам. Так-то здесь кто-то подставлялся под рыночные продажи своими лимитами на уровне и был рад и счастлив. Прошло время, уже некому продавать, крупный капитал вынужден покупать по рынку. И в итоге мы получаем просто движение от уровня к уровню. И тенденция, если очень просто, то это и есть движение от уровня к уровню, от ликвидности к ликвидности. Там, где крупный капитал может купить, это будет уровень поддержки. Там, где крупный капитал сможет продать, это будет уровень сопротивления. И здесь дело абсолютно не в геометрии. То есть я вот провел диапазон по макушкам. Но понятно, что ликвидность у нас стояла немножко выше. Вы можете видеть эти объемы. Цена выходит за диапазон. Здесь у нас стоят куча отложенных ордеров, стопов и прочих ордеров, которые тянут цену наверх, так как те, кто здесь продали, ликвидируют здесь с убытком свои продажи. Те, кто еще не в рынке, видят пробой, пытаются к нему присоединиться, потому что пытаются заработать на росте цены. И все это создает огромный пул ликвидности покупателей. Так вот, тренд разворачивается там, и это основное правило, которое я для себя вывел за более чем 11 лет, где приходят спекулятивные позиции. То есть сама по себе ликвидность, она может быть как живой, так и мертвой. На фьючерсном рынке так часто может быть, потому что вы не знаете, где реально открываются сделки, то есть где растет открытый интерес на объеме. Так часто бывает на фьючерсном рынке, что объемы пустые, потому что оба участника взаимно выходят из рынка. То есть у нас есть 4 варианта. Кто-то заходит в покупку, кто-то выходит из рынка, то есть продает и закрывает. Второй вариант – это кто-то продает, кто-то выходит покупателем из рынка, остается только продавец, условно говоря. А может быть так, что кто-то и покупает, и продает, и у нас получается здесь как бы живой объем, когда идет уже борьба спроса и предложения. Ну и наоборот, кто-то покупает, кто-то продает. То есть 4 варианта в объемах может быть. И открытый интерес, который, если бы транслировался в режиме реального времени и рос, нам бы показал, что здесь активно заходят деньги в рынок. Это был бы мощный инструмент для фильтра объемов, и ваши сделки были бы еще качественнее. Но так как его не транслируют в режиме реал-тайм, вы можете задаться вопросом, почему, я думаю, ответ понятен, то мы просто должны в каком-то смысле догадываться путем логики, где же те самые объемы, от которых нужно работать. И мы сразу делаем вывод, что они, как правило, находятся за уровнями, то есть, совсем рядышком за уровнями, потому что там ставят свои ордера трейдеры, которые горячие, то есть спекулянты ставят свои заявки, и туда рынок приходит, там он их сводит, и эти объемы будут жертвой. То есть крупный капитал в тренде очень любит часто фиксировать свою прибыль. Очевидно, почему бы нет, если это можно. И, конечно, он это будет делать не просто так на ровном месте никогда. Он всегда будет ждать, чтобы к его движению кто-то присоединился, под кто-то, я имею в виду спекулянты. И как только это происходит, сразу идет встряска, то есть резкая, быстрая, максимально глубоко, чтобы выбить всех тех, кто присоединяется к движению.
Встряска вообще — это сам по себе термин в объемном анализе, который и говорит про то, что крупный капитал фиксирует прибыль. Крупный капитал не любит спекулянтов, он не хочет кормить нахлебников. А так как эти спекулянты, чтобы заработать, нуждаются в ценах, чтобы кто-то их дал более высокими, то вы всегда в зоне высоких объемов будете видеть нет спроса, то есть пустую ликвидность на росте, если там начал профессионал потихоньку лимитами продавать. То есть как легко фильтровать ключевые объемы? Вы должны исходить из логики, что тот, кто покупает, нуждается в покупателях, которые купят выше. Если вы не видите объем, то есть зашел объем, а дальше объема нет, вы можете видеть просто тупо снижение, нет поддержки на рынке, то все, эти объемы вы берете в поле внимания, ни в коем случае не работаете от покупок. Вы можете здесь не продавать, например, там, с каким-то стопом, но вы как минимум, если сидели в покупках, уже здесь должны выйти. Зачем вам на снижении рынка отдавать свою прибыль обратно?